Всем привет, друзья! Ну вот и наша долгожданная 10-я серия. В ней мы расскажем, как покрывали крышу металлом, штукатурили стены, возводили крыльцо и утепляли фасад. Погнали, будет интересно! В прошлой 9-й серии мы возводили крышу и пока ждали металл, успели утеплить перекрытие нашего чердака. Весь процесс сборки и утепления нашей крыши происходил при температуре плюс 30-35 градусов за бортом. В момент, когда привезли металл, температура за бортом была не ниже. После того, как металл был уже доставлен на строительную площадку, ребята разложили листы согласно нашей карте. Карта укладки или схема раскладки листов была выдана у нас при заказе металла. При помощи относительно ровной доски, гвоздя и болгарки нам удалось порезать наши листы, после чего отходы скидывали вниз, собирая их в отдельную кучу, дабы потом в дальнейшем сдать этот металл и заработать немного с этого денег. Подшивку свесов решили выполнять после завершения фасадных работ. И на подшив свесов решили выбрать не металл, а обычную вагонку, которая будет покрашена. Так мне больше всего нравится, выглядит симпатично и все-таки даже, на мой взгляд, экологично. По мне, это отличное решение, замена пластику или металлическому профлисту. Ну а стоимость материала примерно одинаковая. Единственная, работы будет немного больше, так как придется ее красить и поштучно собирать эту вагонку на подшиве. С металлическим профильным листом на подшиве будет гораздо проще. Если брать, конечно, пластиковые или металлические софиты, то там будет примерно та же история, что и с деревянной вагонкой. Сборка крыши и утепление в 200 мм обошлись нам в 292 тысячи рублей. Так что вот вам бизнес-идея, чем можно заняться и где можно заработать большие деньги на стройке. Это кровельные работы. Крыша была собрана, но окон так еще и не было. Ну и чтобы не терять время зря, мы решили приступить к штукатурке наших стен. Штукатурить стены решили по старинке, цементно-песчаным способом. Многие скажут, что эта смесь не подходит для газосиликатного блока, но здесь я с вами поспорю. Ну что, давайте по порядку. Для начала мы привезли на объект воду и приступили к наведению порядка внутри, выметая и собирая всякий мусор, подготавливая площадь для оштукатуривания. Загрунтовав места, где будут установлены маяки, мы приступили к установке наших маяков. Толщину маяков выбрали 6 мм и 10 мм. По мне, расход смеси при 10 миллиметровом маяке, конечно, больше, но стена выходит гораздо ровнее, так как маяк сам по себе жесткий. Можно, конечно, ставить и 6-миллиметровый маяк, но потом вы потратите чуть больше денег на шпаклевку стен, так как смесь стоит тоже определенных денег. Маяки ставили на смесь Ротбанд, можно также использовать смесь Волма Гипсактив. И с одной и с другой смесью работать удобно. Единственная цена, конечно, разнится, Ротбанд немного дороже. Оставшийся речной песок, который был у нас на стройплощадке, мы стали просеивать через кроватную сетку. И также привезли пару газелей горного песка для увеличения пластичности нашей смеси. Ну а чтобы наша штукатурка по итогу не растрескивалась, мы стали добавлять помимо жидкого мыла, добавлять еще пластификатор, приобретенный в магазине Leroy Merlin. За канистру такого пластификатора мы отдали 826 рублей. Несколько газелей с песком обошлись нам в 2500 рублей. Ну и не будем забывать о жидком мыле. На жидкое мыло мы потратили 777 рублей. Прежде чем приступить к оштукатуриванию стен, ребята хорошо за несколько раз стали проходить грунтовкой глубокого проникновения от фирмы Церезит. Очень неплохая грунтовка, ценник, конечно, у нее не слабый. Нам на весь дом пришлось приобрести ее 10 канистр. Это на 350 квадратных метров. Но что касаемо качества, сравнивали ее с дешевыми аналогами, там сравнений точно нету, поэтому берите, не пожалеете. Цемент использовали 500-й марки, но в чем я, конечно, если честно, сильно сомневаюсь. В последнее время качество цемента оставляет желать лучшего. Как-то брали ульяновский цемент, он нам по качеству понравился больше. Но сейчас его на рынках редко встретишь, поэтому пользуемся нашим вольским цементом. От компании Хольцим 40 килограмм мешок. На цемент мы потратили 23 тысячи рублей, при учете, что 350 квадратных метров было оштукатурено. Если вы спросите про консистенцию смеси, ответить я вам на этот вопрос не смогу, так как это осталось тайной ребят, которые делали штукатурку. Скажу вам одно, сделали очень быстро, такую скорость я видел только при нанесении штукатурки механическим способом. Наверное, мой опыт лучше не повторять, в идеале при строительстве домов из газосиликатного блока
дать отстояться ему хотя бы сезон, после чего можно будет начинать выполнять отделочные работы и фасадные работы, так как после строительства дом все равно даст усадку, пусть небольшую, но микротрещины от этого могут появиться. Но у нас задача не выполнять долгострой, а сделать дом достаточно быстро, с хорошим качеством, чем мы и пытаемся заниматься. На следующий день после того, как штукатурка засохла, мы выдергиваем маяки и приступаем к самой финишной работе. Это затирка стен. Затирка выполняется жидким цементно-песчаным раствором. В моей практике затирку штукатурки мы выполняли терками, но ребята приноровились правилами и получилось в общем даже неплохо. Штукатурка 350 квадратов была завершена. За работу мы отдали 140 тысяч рублей. С спокойной совестью поехали на металлобазу, так как следующей задачей у нас было изготовление бетонного крыльца. Для этого крыльца нам понадобилась арматура 12 и 8 диаметр, за которую мы отдали 14 537 рублей, и квадратная труба со стенкой тройка 60 на 60, за которую мы отдали 3636 рублей. Доставка данного металла нам ничего практически не стоила, только потраченное мною время, так как «Газель» была у нас своя. Пока я занимался организацией материала, ребята успели расчистить площадку под наше крыльцо. Начали проводить раскопки для того, чтобы заложить наш фундамент. Фундамент, конечно, был у нас неглубокий, заглубили его всего на 40 сантиметров, но, на мой взгляд, для крыльца большего и не надо. Со старого объекта привезли доски, которые будем использовать в качестве опалубки. Выгрузив ее на объекте, ребята приступили к сборке опалубки и вязанию арматуры. Шаг арматуры был выбран через 30 сантиметров, а стойки ставили через 40 сантиметров. На нижний ряд мы заложили 3 12-х арматуры, в среднем ряду было их 2, а верхний ряд у нас составлял также из 2 арматур. Ширина опалубки составляла у нас 40 сантиметров, что для крыльца очень даже много, на мой взгляд, так как бетона у нас ушло на это крыльцо практически 6 кубов. А бетон стоит у нас 5500 рублей за куб, поэтому крыльцо оказалось золотое, на мой взгляд. Собрав опалубку и обшив ее целлофаном, мы были готовы принимать бетон. Но в тот день, когда мы были готовы, миксер не смог приехать. А заказывать на других заводах я не рискую. Здесь хотя бы я понимаю, что привезут, какое качество и в какие сроки. Поэтому в этом варианте лучше не торопиться. Ну а пока у нас было время, мы стали очищать подъезд для того, чтобы миксер мог спокойно подъехать и не проколоть свои колеса. Так как в старом бетоне были куски арматуры и всяких гвоздей. И вот он настал час Х. Уборка была завершена, и миксер был уже на полном пути к нам. Бетона мы заказали 6 кубов в надежде, что останется, и мы сможем залить пару лунок, чтобы поставить столбы для забора. Но забегая вперед, нашим планам не суждено было сбыться. Сборки опалубки ребята, как обычно, немного схалтурили, торопясь закончить работу побыстрее, и нашу опалубку благополучно выдавило в одном углу. Хорошо, объем бетона был не такой большой, что нашу опалубку полностью не разорвало, а заставило понервничать не только меня, но и ребят. Благо, при помощи гвоздей и досок мы стянули ее обратно. А часть бетона, которая вывалилась у нас на землю, мы ее собрали лопатами и закинули обратно. Так сказать, потери были практически минимальны. За бетон марки М250 мы отдали 33 800 рублей. Работа по сборке опалубки, вязанию арматуры и приемке бетона составила 25 тысяч рублей. Кстати, чуть не забыл, а вот тот комментарий, который победил в прошлом выпуске. Свяжитесь со мной, и я отправлю вам наш подарок. Ну а кому интересно смотреть наши ролики в режиме реального времени, подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-канал. Там мы выкладываем свежие фотографии и короткие ролики гораздо чаще. Ну и теперь самый финал нашей истории. Пока мы выполняли уличные работы, наша штукатурка уже немного подсохла, и мы приступили к финишному шпаклеванию наших стен. Стены было решено шпаклевать в один слой, дабы дальше пойдет электрика и сантехника. И для этих работ придется штробить нашу штукатурку. Шпаклевку использовали старатель для финишных работ, приобретенную в магазине Leroy Merlin. За шпаклевку стен 260 квадратных метров мы отдали 26 тысяч рублей. Ну а шпаклевка для стен обошлась мне в 7600 рублей.
рублей. Много это или мало, напишите мне, интересно, какие цены на данные работы у вас в регионах. Ну и по традиции ключевое слово этого выпуска будет пластификатор. За самый креативный комментарий я отправлю приз 1000 рублей. Ну что, теперь подведем итоги, сколько денег потрачено в этом выпуске. Прошлый выпуск обошелся нам в 2 миллиона 793 тысячи 371 рубль. В этой серии нам удалось потратить 548 тысяч 656 рублей. Всего на строительство дома у нас удалось потратить 3 миллиона 342 тысячи 27 рублей. Ну что, дальше по плану у нас утепление фасада, монтаж пластиковых окон и многое другое. Оставайтесь на канале, если не успели подписаться, подписывайтесь, не пропускайте наши серии. Ну а теперь вопрос для моих подписчиков. Какая вам дверь больше понравилась? Помогите выбрать для дома новую дверь. Всем еще раз спасибо за просмотры и пока. До новых встреч, друзья!